конского хвоста. Клиника, диагностика и лечение. Синдром конского хвоста это проявление сдавления нескольких поясничных нервных корешков. Конский хвост так называется скопление нервных корешков в поясничном отделе позвоночного канала. Именно так переводится кауда экина, благозвучные слова на латине. Действительно, корешков в этом месте много и спускаясь вниз, они расходятся в стороны подобно лошадиному хвосту. Причины возникания синдрома конского хвоста. Причиной развития синдрома конского хвоста является значительное сужение нижнего отдела спинномозгового канала, при котором отмечается сдавление нервных корешков. Среди многочисленных причин возникновения синдрома конского хвоста можно отметить травма позвоночника в нижних отделах, грыжа межпозвоночного диска, спинальный стеноз, опухоли спинного мозга, метастазы в позвоночных, менингиомы, шваномы, эпендимиомы, воспалительные заболевания, инфекции, а также медицинские вмешательства. Симптомы. Выделяют 3 варианта течения синдрома конского хвоста. С внезапным началом, когда появлению синдрома не предшествовали никакие вертебрологические симптомы, при этом характерные проявления достигают максимума за несколько суток, а прогноз по восстановлению всех нарушений функции хуже. Перемежающаяся хромота при кауда-синдроме. Кауда-синдром – это также синдром конского хвоста. При этом ранее пациент страдал от приступов поясничных болей и симптомов воспаления седалищного нерва с медленным прогрессирующим течением. Картина болезни разворачивается долго, до полгода, при этом все начинается с приступа поясничной боли. Боли местные и коричковые. Нарушение чувствительности по типу гипестезии. Седловидная анестезия, потеря чувствительности. Это потеря чувствительности в области промежности, ягодиц и верхней части бедер сзади. Гипестезия ног. Онемение по всей длине одной или обеих нижних конечностей. Слабость мышц ног или парез. При этом пациент не может долго удерживать положение на носках или пятках, поскольку ослабли мелкие мышцы стопы, больной с трудом ходит и стоит. Отсутствие ахиллова рефлекса с одной или двух сторон. Отсутствие рефлекторного сокращения мышц голени, изгибание подошвы в ответ на стимуляцию пяточного сухожилия. Нарушение выделительных функций – это более поздние проявления синдрома конского хвоста, которые свидетельствуют о необходимости экстренного радикального вмешательства. Пациент отмечает отсутствие позывов к опорожнению кишечника и мочевого пузыря, запоры или затрудненное начало мочеиспускания, недержание газов.
Усугубление патологии приводит к развитию энуреза и энкапреза. Последние эректильные дисфункции или импотенция проявляется запущенного синдрома конского хвоста. Диагностика. Диагноз устанавливается на основе анализа жалоб пациента и истории болезни. Особое внимание уделяется наличию хронических поясничных болей и эпизодов стреляющей боли в ногах. Данных клинического нервологического осмотра. Врач может обнаружить снижение тактильной чувствительности и частичную утрату двигательных функций ног. Отсутствие ахиллового рефлекса. Данных инструментальных исследований. Наиболее информативные компьютерные и магнитно-резонансные томографические исследования. Миелография. Последний диагностический метод относится к разряду инвазивных. Для его проведения необходимо сделать ломбальную пункцию ломбера с концентратным веществом. Теперь о лечении. Лечение синдрома конского хвоста может быть консервативным или радикальным. Это зависит от причины синдрома и степени его тяжести. Консервативное лечение как основной метод лечения практикуется при инфекционной или воспалительной причине заболевания. При неоперабельном спинальном стенозе или новообразованиях спинного мозга. При этом применяются следующие группы препаратов: обезболивающие, противовоспалительные средства, как нестероидные или кортикостероиды, антибиотики, химиотерапевтические препараты. Неэффективность медикаментозной терапии в течение ближайших суток является показанием к срочной операции. Оперативное лечение. Суть любой операции при этой патологии сводится к декомпрессии нервных корешков, то есть к устранению их давления. Больному могут провести ламинектомию, удаление части позвонка, дискэктомию, удаление части межпозвоночного диска, невролиз, выделение неповрежденных нервов из окружающих их тканей, оперативное удаление опухолей и гематом. Успех операции во многом зависит от срочности ее проявления. Если радикальное вмешательство состоялось в первые сутки после развития синдрома, шансы на полную реабилитацию значительно выше. Спасибо за внимание.